Привет из Авсалара! Сегодня я отвечу на самые популярные вопросы об отдыхе в Турции. Поговорим о том, где искать жилье, с какими деньгами лететь, где их менять, где можно поесть, как перемещаться между городами в Алании. Все самое главное. Это видео будет полезно тем, кто летит на отдых в Турцию в первый раз. Поделюсь личным опытом и дам полезные советы. Первый вопрос: с какими деньгами поехать на отдых в Турцию? Национальная валюта страны – турецкая лира. Чтобы быстро пересчитывать цены в рубли, умножайте на 10. Например, пачка кофе стоит 5 лир, значит, а наши деньги – это 50 рублей. На отдых в Турцию я советую взять и наличные в виде долларов или евро, и банковские карты. Если вы летите на все включено, гид обязательно посоветует вам погулять по городу и сравнить курс в разных обменниках. По опыту скажу, что он почти везде одинаковый. Выгоднее всего снимать деньги с банковских карт. Я снимаю наличные в банкоматах турецкой почты, без комиссии по хорошему курсу. Но чаще всего просто расплачиваюсь картой. Это самый разумный и простой вариант. Поделюсь с вами лайфхаком, которому меня научили переехавшие русские. Если вам нужно поменять доллары на лиры, сходите в магазин Мигрос. Главное менять не очень большую сумму. 20, 30, 50, вот так. Вам нужно прийти, купить что-нибудь, можно взять шоколадку, бутылочку воды, в общем, что-то небольшое. Расплатиться в валюте, доллары или евро без разницы, и попросить сдачу в лирах. Тогда у вас получится обмен по самому выгодному курсу. Самое главное — менять деньги во второй половине дня, иначе у них просто может не оказаться сдачи. Лиры в Турции нужны на базарах, в маршрутках и для покупки уличной еды, вроде бубликов, мороженого или свежевыжатого сока. Банковские карты принимают во всех супермаркетах, в брендовых магазинах одежды, вроде Вайкики или Де-факто, в частных лавках и в большинстве сувенирных магазинов. Карта МИР тут, кстати, тоже работает. Поэтому советую менять лиры по чуть-чуть. Воспользуйтесь моим советом с походом в магазин Мигрос, сходите в классический обменник или дойдите до банкомата. В описании под видео пропишу его точное название. В остальных случаях пользуйтесь банковской карточкой, чтобы не терять деньги на двойной конвертации. Второй вопрос: как найти жилье в Турции? Тут два варианта: забронировать отель или снять квартиру. Если вы предпочитаете отдых в Турции на все включено, я советую покупать тур не в агентстве у метро, а на проверенной онлайн-платформе. В одном месте вы сможете сравнить лучшие предложения от всех туроператоров. В описании под видео я оставлю вам полезные ссылки на сайты, которыми пользуюсь сама, в том числе и по подбору туров. Если вы летите на отдых без туроператора, отель лучше забронировать заранее. Популярный сервис Booking в Турции не работает, а бронировать номер на официальных сайтах отелей, как ни странно, очень невыгодно. Если вы уже находитесь в Турции и вам нужен отель, включайте VPN или воспользуйтесь другим надежным сервисом. Ссылку я вам тоже оставила. Советую выбрать отдых в отеле, если вы едете на короткий срок. Так вы не будете слишком много думать о питании, уборке и других бытовых вопросах. Но если вы едете на месяц и дольше, есть смысл подумать об аренде квартиры. Не переживайте, это легко сделать удаленно. А вот искать отели и квартиры в Турции на месте – не лучшая идея. Иногда снимать апартаменты очень выгодно. Посмотрите мое видео о том, как я нашла квартиру всего за $10 в сутки. Многое зависит от сезона, зимой дешевле всего. Итак, тут есть два варианта. Вы можете воспользоваться популярной платформой Airbnb. Если вы впервые о ней слышите, ищите под видео инструкцию по броне жилья и скидку на первую поездку. Дарю! Это самый надежный способ. Еще можно написать объявление на Фейсбуке, в группах вроде «Русская Анталия», «Русский Авсалар» и так далее. Но тут как повезет. Однажды мне удалось снять классную квартиру за 200 евро в месяц, а во второй раз не повезло. Мы договорились с хозяином, а он отменил бронь за 2 недели до въезда. Хорошо, что мы не внесли предоплату. Современные жилые комплексы есть не во всей Турции. Больше всего их в Алании.
Когда вы снимаете квартиру, то получаете право бесплатно пользоваться бассейном, хамамом, спортивными площадками, беседками с мангалами, спортзалом и так далее. Если настроены на этот вариант, обязательно посмотрите видео, о котором я сказала. Как перемещаться в Турции? Начнем с аэропорта. Если вы прилетели отдыхать на все включено, вас встретят и привезут в отель. Тут можно не переживать. Если вы отдыхаете в Турции самостоятельно, советую заказать трансфер. Ссылку на проверенный сервис я оставила под видео. Сама пользовалась, они никогда не подводили. Если хочется немного сэкономить, можно поехать на междугороднем автобусе. Выходите из аэропорта Анталии, ищете остановку. Едете на автобусе до автовокзала. Затем идете в кассу и спрашиваете, на чем и во сколько ехать до вашего пункта назначения. У автобусов есть большой минус. Они часто меняют расписание и не всегда отходят вовремя. И если ехать из аэропорта на них еще ничего, то вот к самолету лучше брать трансфер, иначе рискуете опоздать. Когда вы уже живете или отдыхаете в Турции и хотите съездить в другой город погулять или на шопинг, можно передвигаться на маршрутках. Идете на остановку и ждете автобус с табличкой ближайшего крупного города. Расплачиваться лучше в лирах. Цены фиксированные, они прописаны у водителя. Центральный вокзал находится неподалеку от бульвара Ататюрка у большого магазина в Вайкики. Точку на карте я вам оставлю. Садитесь в маршрутку и говорите водителю название отеля. Водители здесь часто говорят по-русски и вас хорошо поймут. Ловить маршрутки в Аланью можно на трассе. Ехать лучше до конечной остановки. Обратно советую стартовать только с автовокзала. Маршрутки в Турции тоже своевольные, они ходят то раз в полчаса, то раз в час. Если это не для вас, заказывайте трансфер. Такси в Турции стоит неразумно дорого. Например, за 5 минут поездки могут взять аж $10. Берите такси только в крайних случаях, когда нет интернета, чтобы вызвать нормальный трансфер. Еще один вариант – арендовать машину или электромопед. Я бы советовала сделать это на месте, так проще. В агентствах нужно торговаться, потому что туристов всегда хотят ободрать. Где питаться на отдыхе в Турции? Почти все рестораны здесь предлагают блюда местной кухни. Но в туристических районах всегда найдется паста, пицца и мясо в европейском стиле. Если вы летите в Турцию впервые, посмотрите мое видео о том, чем кормят в отелях на шведском столе. Если отдыхаете самостоятельно, смело заходите даже в недорогие закусочные. У меня есть лайфхак, как отличать туристические кафешки от нетуристических. Можно посмотреть меню на входе или зайти внутрь и посмотреть, какие там цены, в чем они написаны. Посмотрите, вот я сейчас пришла в нетуристическое место, здесь все цены указаны в лирах. Если бы они были указаны в евро, значит это туристическое кафе. Посмотрите цены вместе со мной, умножайте на 10, чтобы перевести в рубли. Вы меня часто спрашиваете, в какое кафе можно сходить в Афсаларе. Это кафе называется Джихан. Я здесь уже второй раз, и здесь всегда очень вкусно. Вы смотрите, какая красивая подача блюд. Это искандер-кебаб и канифе. Приятного аппетита мне! В крупных городах вроде Алании или Анталии есть Макдональдсы, суши-бары и даже русские рестораны. А в поселках вроде Афсалара или Конаклы любят местную кухню. Во время отдыха в Турции обязательно хотя бы раз закажите в ресторане турецкий завтрак. Это маленькая церемония, которую вы никогда не забудете. Еще я советую перепробовать все виды турецких сладостей и ежедневно пить чай из тюльпанчиков. В Турции очень много кофеин и разных тортов. Любителям мяса обязательно нужно перепробовать все виды кебаба. Съешьте и порцию турецкой пиццы, пиде, начинки на любой вкус. Если вы приехали надолго, есть смысл закупаться в супермаркетах и на базарах. Сходите в сетевые магазины Migros, Шок, Бим, А101. Все названия я прописала под видео. В них вы найдете европейские и местные продукты. За вкусными подарками для родных тоже советую идти именно сюда.
Кофе, чай, турецкие сладости. Найдете все. За сезонными овощами и фруктами отправляйтесь на базар. Узнайте в отеле или у хозяина квартиры, в какой день он будет проходить в вашем районе. Ну или напишите мне в Инстаграме, если летите в Аланию. Я подскажу. Где выгоднее покупать экскурсии? Если вы отдыхаете в отеле на все включено, ваш гид обязательно скажет, что брать туры на улице опасно. На самом деле это не так. Гид отправляет вас с сотрудниками тех же самых агентств, которые работают за пределами отелей. Поэтому смело берите экскурсии там, где понравятся цены. Если вы поедете в Аланию, советую прокатиться по морю на кораблике. Такую экскурсию нужно брать на месте, это всегда выгоднее. Многое можно осмотреть и самостоятельно. Я рекомендую прокатиться на канатной дороге и погулять по крепости Аланьи на горе. Большую часть можно посмотреть бесплатно. Но если вы интересуетесь историей, обязательно возьмите экскурсию. Я оставлю вам ссылку на проверенного гида. Сама я заказываю все туры онлайн, а билеты на какие-то активности покупаю на месте. Люблю выбирать экскурсии дома, в спокойной обстановке, потому что я себя знаю. Если гид начнет убеждать и давить, я могу спонтанно взять совсем не то, что планировала. А вот катание на кораблике я купила на месте, потому что подгадывала тур на самый солнечный день. Поддержите меня лайком, я очень надеюсь, что это видео вам поможет, и ваш отдых в Турции будет классным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте мне в комментариях или пишите в личку в Инстаграме, в любых соцсетях. Я всегда вам помогу. Пока!